Урок 1. Эффективные методы ведения переговоров. Привет, Анна, я готовлюсь к важным переговорам. Есть ли у вас какие-либо советы о том, как эффективно вести переговоры? Привет, Джон. Переговоры могут быть сложными, но при использовании правильных методов они могут быть успешными. Сначала проведите исследование и соберите всю необходимую информацию. Это хорошее замечание. Прежде чем приступить к переговорам, я обязательно соберу все факты и цифры. Что еще мне следует иметь в виду? Очень важно понять точку зрения другой стороны. Поставьте себя на их место и постарайтесь предугадать их потребности и проблемы. Понять их точку зрения имеет смысл. Таким образом, я смогу найти точки соприкосновения и предложить решения, которые выгодны обеим сторонам. Как мне начать переговоры? Начните с четкого и краткого изложения своих целей. Будьте уверены и настойчивы, но также готовы к компромиссам и достижению взаимных договоренностей. Я учту это. Определение четких целей поможет задать тон переговорам. Я буду стремиться к обоюдному результату. Какие конкретные методы мне следует использовать? Активное слушание очень важно. Обращайте внимание на то, что говорит собеседник, и задавайте соответствующие вопросы. Это покажет, что вы цените их мнение и готовы найти общий язык. Активное слушание– это навык, который мне нужно усовершенствовать. Я постараюсь внимательно слушать и задавать вдумчивые вопросы. Как обеспечить позитивную атмосферу во время переговоров? На протяжении всех переговоров сохраняйте профессиональное и уважительное поведение. Избегайте оборонительных или конфронтационных действий. Сосредоточьтесь на текущих проблемах, а не на личных нападках. Важно сохранять профессиональное и уважительное отношение. Я буду сохранять спокойствие, даже если мне будет сложно. Как мне справиться с возражениями или разногласиями? Рассматривайте возражения, предоставляя доказательства и логическое обоснование. Сохраняйте спокойствие и излагайте свою точку зрения ясно и убедительно. Будьте готовы предложить альтернативные варианты. Рассматривать возражения с помощью доказательств и логических аргументов имеет смысл. В подтверждении своих аргументов я подготовлю список подтверждающих фактов. Как завершить переговоры на позитивной ноте? Обобщите согласованные пункты и убедитесь, что есть четкое представление о следующих шагах. Выразите благодарность за возможность провести переговоры и сохранить профессиональный тон. Обобщение ключевых моментов и выражение благодарности– отличный способ позитивно завершить переговоры. Я обязательно поинтересуюсь ими во время переговоров. Какие-нибудь последние советы? Не забывайте сохранять гибкость и адаптироваться во время переговорного процесса. Будьте открыты для творческих решений и готовы найти общий язык. Удачи! Спасибо. Я ценю ваше руководство. Я буду применять эти методы и уверенно подойду к переговорам. Мы готовы к успешному результату. Урок 2. Преодоление неуверенности в себе. Привет, Анна. Иногда я сомневаюсь в своих способностях. Как мне преодолеть неуверенность в себе и больше верить в себя? Привет, Джон. Неуверенность в себе– обычное явление, но помните, что у каждого бывают моменты неуверенности. Важно признать свои способности и бросить вызов негативным мыслям. Это обнадеживает слышать.
Я постараюсь напомнить себе о своих сильных сторонах и достижениях, когда возникнет неуверенность в себе. Как мне перестать сравнивать себя с другими? Сосредоточьтесь на своем прогрессе и путешествии. Сравнение может негативно повлиять на самооценку. Празднуйте свои достижения и ставьте реалистичные цели личностного роста. Отличный совет. Я переключу свое внимание на собственный рост и буду гордиться своими достижениями, какими бы маленькими они ни были. Как мне заставить замолчать своего внутреннего критика? Бросайте вызов негативному разговору с самим собой, поставив под сомнение его достоверность. Замените самокритичные мысли позитивными утверждениями и напоминаниями о прошлых успехах. Я приложу сознательные усилия, чтобы подвергнуть сомнению свои негативные мысли и заменить их позитивными. Пришло время быть добрее к себе. Как обрести уверенность в себе в незнакомых ситуациях? Тщательно подготовьтесь и приобретите необходимые навыки и знания. Практикуйтесь в безопасной среде и помните себе, что каждый начинает с новичка. Подготовка и практика имеют смысл. Я позабочусь о том, чтобы справиться с незнакомыми ситуациями, и не буду забывать, что новичок — это нормально. Как мне обратиться за поддержкой в случае неуверенности в себе? Обратитесь к доверенным друзьям, родственникам или наставникам, которые могут оказать поддержку и дать рекомендации. Если вы поделитесь своими опасениями, это поможет избавиться Очень от важно искать неуверенности в поддержку у себе. других. Я не забуду поделиться своими трудностями и обратиться за советом к тем, кто верит в меня. Как я могу воспринимать неудачу как возможность учиться? Измените свою точку зрения и рассматривайте неудачу как ступеньку к росту. Проанализируйте, что пошло не так, извлеките уроки из этого и используйте полученные знания для улучшения. Я изменю свое мышление и буду рассматривать неудачу как ценный учебный опыт, а не как отражение моих способностей. Пришло время заняться ростом. Как мне сохранить позитивный настрой? Окружите себя позитивом. Практикуйте благодарность, занимайтесь любимым делом и сосредоточьтесь на заботе о себе. Развивайте в себе чувство уверенности в себе и стойкости. Окружать себя позитивом и проявлять благодарность – отличный способ сохранить позитивный настрой. Я буду отдавать предпочтение заботе о себе и вере в себя. Как сохранить мотивацию, когда неуверенность в себе сохраняется? Ставьте реалистичные цели и разбивайте их на выполнимые шаги. Празднуйте небольшие победы на своем пути и напоминайте себе о своем прогрессе. Разбивать цели на маленькие шаги и праздновать победы звучит как хорошая стратегия. Признавая свой прогресс, я буду сохранять мотивацию. Какие-нибудь последние советы по преодолению неуверенности в себе? Помните, что неуверенность в себе – нормальная часть путешествия. Будьте терпеливы к себе, проявляйте сострадание к себе и верьте в свой потенциал. Это у вас есть. Спасибо. Я ценю вашу поддержку и рекомендации. Я буду реализовывать эти стратегии и буду больше верить в себя. Давайте победим неуверенность в себе. Урок 3. Овладение тайм-менеджментом. Привет, Анна. Мне часто трудно эффективно распоряжаться своим временем. Есть ли у вас какие-либо советы о том, как я могу улучшить свои навыки управления временем? Привет, Джон. Управление временем может быть сложной задачей, но есть стратегии, которые помогут вам. Во-первых, расставьте задачи по приоритетам, исходя из их важности и сроков. Приоритизация задач звучит как хорошая отправная точка. Я составлю список и сосредоточусь на самых срочных и важных из них.
Как мне избежать прокрастинации? Разбейте задачи на более мелкие и управляемые части. Установите конкретные сроки выполнения каждой части и возьмите на себя ответственность. Используйте такие техники, как техника помодоро, чтобы сосредоточиться. Разбивка задач на более мелкие части и установление сроков помогут мне избежать прокрастинации. Чтобы сосредоточиться, я попробую технику помодоро. Как насчет отвлекающих факторов? Сведите к минимуму отвлекающие факторы, создав благоприятную рабочую среду. Отключите уведомления, ограничьте использование социальных сетей и сообщайте другим о границах. Создание рабочей среды, свободной от отвлекающих факторов, имеет решающее значение. Чтобы свести к минимуму перерывы, я отключу уведомления и сообщу о своих границах. Как точно оценить продолжительность выполнения задачи? Отслеживайте время, затрачиваемое на выполнение задач, чтобы лучше понять, сколько времени они занимают. Используйте такие инструменты, как таймеры или приложения для отслеживания времени, чтобы Отслеживание улучшить моего свои времени навыки поможет мне оценки. точнее оценить продолжительность выполнения задач. Я буду использовать таймеры или приложения для отслеживания времени выполнения каждой задачи. Как мне оставаться организованным? Используйте планировщик или цифровой календарь, чтобы планировать и отслеживать свои обязательства. Разбивайте проекты на небольшие этапы и устанавливайте напоминания о важных сроках. Планировщик или цифровой календарь помогут мне оставаться в порядке и отслеживать свои обязательства. Я буду разбивать проекты на этапы и устанавливать напоминания. Как справиться с перерывами или непредвиденными задачами? Обеспечьте гибкость в своем расписании для решения непредвиденных задач. Оцените срочность и важность выполнения этих задач, и, если возможно, перенесите их на другое место или делегируйте их выполнение. Предоставление гибкости и оценка срочности помогут мне лучше справляться с перерывами. При необходимости я перепланирую или делегирую задания. Как я могу повысить свою производительность? Уделяйте приоритетное внимание уходу за собой и регулярно делайте перерывы. Практикуйте внимательность и сосредоточьтесь на одной задаче за раз. Делегируйте задачи, которые могут выполнять другие. Уделение приоритетного внимания уходу за собой и перерывам необходимы для повышения производительности. При необходимости я буду практиковать внимательность и делегировать задачи. Как научиться на ошибках тайм-менеджмента? Обдумайте прошлые ошибки и определите области для улучшения. Соответствующим образом скорректируйте свои стратегии и извлеките уроки из своего опыта, чтобы в будущем лучше управлять временем. Размышления о прошлых ошибках и корректировка стратегий помогут мне улучшить свои навыки управления временем. Я извлеку уроки из своего опыта и внесу необходимые изменения. Какие-нибудь последние советы по эффективному управлению временем? Не забывайте реалистично оценивать свои ожидания и избегать чрезмерных обязательств. Практикуйте самодисциплину и соблюдайте свои стратегии управления временем. Это у вас есть. Спасибо. Я ценю ваше руководство. Я воспользуюсь этими советами и буду работать над улучшением своих навыков управления временем. За более продуктивную и организованную жизнь. Урок 4. Изучение природы. Привет, Анна. Вы слышали о Старом Лебеде и Минстерской мельнице? Это высококлассный отель, окруженный потрясающей природой. Привет, Джон. Да, я об этом слышал. Местоположение звучит невероятно. Я всегда хотел остановиться в отеле с прекрасной природой.
Мельница, Старый Лебедь и Минстер идеально подходят для любителей природы. Он расположен среди живописных пейзажей с реками, садами и пешеходными тропами. Звучит восхитительно. Я могу представить себе долгую прогулку вдоль реки и насладиться спокойствием садов. Чем еще там можно заняться? Помимо пешеходных троп, они предлагают такие виды активного отдыха, как рыбалка, езда на велосипеде и даже крокет. Это отличное место для отдыха на свежем воздухе. Рыбалка и езда на велосипеде кажутся забавными занятиями. Это отличная возможность пообщаться с природой и попробовать что-то новое. Есть ли поблизости достопримечательности? Абсолютно. Отель расположен недалеко от Котсуолтса, района, известного своими очаровательными деревнями и живописной сельской местностью. Обязательно посетите Котсуолт. Изучение Котсуолда звучит увлекательно. Я видел фотографии красивых каменных коттеджей и холмов. Наверное, это уникальный опыт. Это действительно так. Вы можете посетить такие деревни, как Берфорд и Буртон-он-Теуотер, известные своим очарованием старого мира и традиционной английской архитектурой. Я слышала о Берфорде и Буртон-он-Теуотере. Они выглядят так, будто они прямо из сборника рассказов. Мне бы очень хотелось побродить по этим причудливым Это все равно, улицам. что вернуться назад во времени. Котсуолтс также предлагает возможности для верховой езды, пикников и посещения исторических мест. Покататься на лошадях и устроить пикник в таком живописном месте было бы просто потрясающе. Могу себе представить, как я проведу неторопливый день в окружении природных красот. Абсолютно. А после целого дня прогулок вы можете расслабиться в спа-салоне отеля или насладиться вкусной едой в ресторане, приготовленном из местных продуктов. Похоже, это идеальный способ расслабиться после дня приключений. Спа-сеанс и вкусная еда станут вишенкой прекрасного дня. В самом деле, мельница, Старый Лебедь и Минстерская мельница – это уникальное сочетание природы, истории и отдыха. Это идеальное место для омолаживающего отдыха. Похоже, это место, которое мне бы очень хотелось посетить. Сложно устоять перед сочетанием потрясающей природы, очаровательных деревень и роскошных удобств. Это скрытая жемчужина, которая подарит незабываемые впечатления. Независимо от того, ищете ли вы спокойствие или приключений на свежем воздухе, в Old Swan and Minster Mill есть все, что вам нужно. Спасибо, что поделились этой скрытой жемчужиной. Теперь оно включено в мой список мест, которые стоит посетить. Мне не терпится погрузиться в природу и исследовать Котсуолтс. Добро пожаловать. Уверен, вы прекрасно проведете там время. Насладитесь красотой природы и оставите незабываемые воспоминания. Счастливых путешествий! Урок 5. Беседы за чашкой кофе в уютном кафе. Привет, Анна. В этом кафе такая уютная атмосфера. Тебе нравится здешний кофе? Привет, Джон. Атмосфера прекрасная. Я еще не пробовал кофе. Тебе довелось его попробовать. Да, у меня есть. Кофе здесь исключительный. Аромат и вкус поистине восхитительны. Звучит заманчиво. Я всегда готов выпить чашечку хорошего кофе. Что вы порекомендуете? Капучино просто фантастический. В нем идеально сочетаются насыщенный эспрессо и бархатистая молочная пена.
Обязательно попробую капучино. Предлагают ли они другие фирменные напитки? Абсолютно. Здесь представлен широкий выбор напитков, включая латте, макиато и даже уникальные сезонные блюда. Я ценю разнообразие. Приятно иметь варианты на любой вкус. Есть ли фирменная выпечка или угощение? Да, у них есть витрина свежеиспеченной выпечки, тортов и печенья. Шоколадные круассаны просто божественны. Моя слабость – шоколадные круассаны. Я не могу перед ними устоять. Я обязательно побалую себя чашкой кофе. Идеальное сочетание. Теплый слоеный круассан в сочетании с чашкой горячего кофе – настоящее блаженство. Действительно, это маленькие удовольствия в жизни. Помимо кофе и выпечки, есть ли что-то еще, что выделяется в этом кафе? Уютные зоны отдыха и мягкая фоновая музыка создают расслабляющую атмосферу. Это отличное место, чтобы расслабиться и насладиться беседой. Я ценю кафе с комфортной атмосферой. Приятно иметь место, где можно общаться и общаться с другими людьми. Абсолютно. Это место встречи друзей, коллег и даже одиноких посетителей, желающих провести время в спокойной обстановке. Это замечательно. Мне нравится знакомиться с новыми людьми и участвовать в беседах. Это отличный способ учиться и расширять кругозор. Не могу не согласиться с этим. Беседа за чашкой кофе может быть познавательной и открывать уникальные перспективы. Удивительно, как простой напиток может объединить людей и вызвать интересные дискуссии. Определенно. Кофе помогает налаживать связи и укреплять чувство общности. Я с нетерпением жду возможности испытать это чувство общности и насладиться чашечкой восхитительного кофе здесь. Уверена, вы прекрасно проведете время. В этом кафе все чувствуют себя как дома и как дома. Спасибо, что познакомили меня с этим очаровательным местом. Мне не терпится вместе отправиться в это кофейное приключение. Добро пожаловать. Давайте насладимся каждым глотком, насладимся вкусными угощениями и оставим незабываемые воспоминания в этом уютном кафе. Урок 6. Охрана природы и ее значение. Привет, Анна. Ты когда-нибудь узнала об охране природы? Важно защищать окружающую среду. Привет, Джон. Да, охрана природы крайне важна для сохранения красоты и баланса природы. Они учили нас этому в школе. Отлично. Молодым поколениям важно понять важность защиты наших природных ресурсов. Абсолютно. Они подчеркнули важность устойчивых методов и воздействия человеческой деятельности на окружающую среду. Приятно это слышать. Очень важно, чтобы все осознали свою роль в сохранении нашей планеты. Они упомянули о каких-либо конкретных действиях, которые мы можем предпринять. Да, они обсудили различные способы содействия природоохранным мероприятиям. Один из них – сокращение выбросов углекислого газа за счет использования возобновляемых источников энергии. Это отличный шаг на пути к устойчивому развитию. Важно отдавать приоритет альтернативам чистой энергии, чтобы минимизировать наше воздействие на окружающую среду.
Они также отметили важность утилизации и минимизации отходов. Небольшие изменения в наших повседневных привычках могут иметь большое значение. Абсолютно. Переработка и сокращение отходов – простые, но эффективные способы экономии ресурсов и уменьшения загрязнения окружающей среды. Они также подчеркнули важность сохранения естественной среды обитания. Защита экосистем обеспечивает выживание бесчисленных видов растений и животных. Это правда. Биоразнообразие необходимо для здоровья нашей планеты и способствует общему балансу экосистем. Они также отметили важность повышения осведомленности и просвещения других по вопросам охраны природы. Распространение знаний может вдохновить больше людей на действия. Это очень важный аспект. Обучая и привлекая других, мы можем коллективно работать над устойчивым будущим. Они подчеркнули, что сохранение природы – это общая ответственность. Это требует участия и приверженности отдельных лиц, сообществ и правительств. Это ценное замечание. Сотрудничество играет ключевую роль в реализации эффективных природоохранных стратегий в более широком масштабе. Они также отметили воздействие изменения климата на окружающую среду и необходимость адаптации и смягчения его последствий. Изменение климата действительно является насущной проблемой. Важно уделять приоритетное внимание устойчивым методам и работать над сокращением выбросов парниковых газов. Они призвали нас принять участие в местных природоохранных проектах и организациях, чтобы оказать ощутимое влияние на жизнь наших сообществ. Это просто фантастика. Участие в природоохранных инициативах позволяет нам вносить активный вклад в защиту окружающей среды. В целом, в их учениях подчеркивалось, что каждый человек может изменить мир к лучшему с помощью осознанного выбора и действий. Это мощное послание. Отрадно осознавать, что все мы способны беречь окружающую среду и защищать ее для будущих поколений. Абсолютно. Давайте примем эти уроки близко к сердцу и внесем свой вклад в сохранение красоты природы. Не могу не согласиться с этим. Вместе мы можем оказать значительное влияние и создать более устойчивую и процветающую планету. Давайте вместе отправимся в это путешествие и вдохновим других присоединиться к нам в миссии по сохранению природы. В самом деле, давайте станем теми переменами, которых мы хотим видеть в мире, и будем стремиться к более светлому и экологичному будущему. Урок 7. Стремление к комфорту и презентабельности. Привет, Анна. Я хотела поговорить о том, что внешность не должна определять человека. Важно чувствовать себя комфортно и презентабельно по-своему. Привет, Джон. Я полностью согласен. Очень важно уделять приоритетное внимание комфорту, а также самовыражаться подлинно. Абсолютно. Мы должны чувствовать себя уверенно и комфортно в своей собственной шкуре, независимо от ожиданий или суждений общества. Это правда. Наша ценность не ограничивается внешним видом. Речь идет о нашем характере, талантах и том, как мы относимся к другим. Вы абсолютно правы. Нас действительно определяют наши поступки и качества, а не только внешний вид. Важно одеваться так, чтобы мы чувствовали себя комфортно и соответствовали нашему индивидуальному стилю. Уверенность исходит изнутри.
Точно. Когда мы одеваемся так, как мы сами себя чувствуем, мы излучаем уверенность и производим положительное впечатление. И дело не только в одежде. Презентабельность также означает заботу о личной гигиене и уходе за собой. Это важный аспект. Соблюдение правил гигиены и ухода за собой свидетельствует об уважении к себе и другим. Абсолютно. Речь идет о том, чтобы показать себя с лучшей стороны и при этом оставаться верными себе. Мы должны чувствовать себя комфортно и уверенно в своей собственной шкуре. Хорошо сказано. Речь идет о том, чтобы найти баланс между комфортом и стремлением хорошо себя представить. И важно помнить, что понятия комфорта и презентабельности у всех могут быть разными. Это личный выбор. Именно так. Самое главное – это то, как мы относимся к себе. Речь идет о том, чтобы осознать свою индивидуальность и быть верными себе. Общественные стандарты красоты или моды не должны определять нашу самооценку. Мы должны определить свои собственные стандарты и использовать свои уникальные качества. Точка на месте. Мы должны ценить свою индивидуальность и осознавать, что истинная красота исходит изнутри. Абсолютно. Когда мы сосредотачиваемся на развитии своего характера и доброжелательном отношении к другим, именно тогда наша истинная красота сияет. Хорошо сказано. Давайте не будем забывать чувствовать себя комфортно в своей собственной шкуре, искренне выражать себя и ценить себя не только внешне. В самом деле, давайте воспользуемся нашей уникальностью, отдадим приоритет комфорту и будем излучать уверенность изнутри. Приветствую вас. Мы должны раскрывать себя, чувствовать себя комфортно и презентабельно и вдохновлять других на то же самое. Урок 8. Начало тренировки. Привет, Анна. Я уже подумываю начать тренироваться. Я хочу начать с 3 дней в неделю и постепенно увеличить их количество до 5. Как ты думаешь? Привет, Джон. Звучит как отличный план. Разумно начинать постепенно и постепенно увеличивать частоту тренировок. Я согласен. Поначалу важно прислушиваться к своему телу и не слишком напрягаться. Главное – постоянство. Абсолютно. Начиная с 3 дней в неделю, ваше тело может адаптироваться и восстанавливаться, при этом достигая поставленных целей в фитнесе. Это моя цель. Я хочу улучшить свою общую физическую форму и со временем нарастить силу и выносливость. Это просто фантастика. Не забудьте включить в свой распорядок дня сочетание сердечно-сосудистых упражнений, силовых тренировок и упражнений на гибкость. Хорошие замечания. Разнообразие важно для того, чтобы мы работали на разных группах мышц и поддерживали общую физическую форму и гибкость. Также неплохо ставить перед собой конкретные цели для каждой тренировки. Независимо от того, идет ли речь об увеличении продолжительности или интенсивности, наличие цели мотивирует вас. Я учту это. Установление измеримых целей поможет мне отслеживать свой прогресс и отмечать достигнутые успехи на этом пути. И не забывайте о важности правильного питания и увлажнения. Подпитка организма питательной пищей и поддержание гидратации способствуют тренировкам. Абсолютно.
Сбалансированная диета и достаточное увлажнение обеспечат меня энергией, необходимой для максимальной работоспособности во время тренировок. Также важно прислушиваться к своему телу и давать себе дни отдыха. Отдых и восстановление также важны, как и сами тренировки. Вы правы. Отдых позволяет мышцам восстанавливаться и укрепляться. Это важная часть фитнес-путешествия. По мере развития не бойтесь бросать себе вызов и пробовать новые упражнения или занятия. Делайте тренировки увлекательными и увлекательными. Отличный совет. Если вы пробуете что-то новое, тренировка становится увлекательной и помогает избежать скуки или застоя. И помните, что постоянство – это ключ к успеху. Даже в те дни, когда вы не чувствуете мотивации, лучше прийти и что-то сделать, чем ничего не делать. Я учту это. Последовательность – это то, что в конечном итоге приведет к долгосрочным результатам и здоровому образу жизни. Абсолютно. Я очень рад, что вы отправитесь в это фитнес-путешествие. Не забывайте получать удовольствие от процесса и отмечать каждую веху. Спасибо. Ваша поддержка очень много значит. С каждой тренировкой я с нетерпением жду возможности становиться сильнее и бодрее. У вас есть это. Я буду здесь подбадривать тебя на каждом шагу. Вас ждет успешное и полноценное путешествие по фитнесу. Спасибо. Твоя поддержка мотивирует. Я хочу стать более здоровой, сильной и энергичной версией себя. Урок 9. Вакцинация в пункте назначения. Привет, Анна. Я планирую поездку в новое место. Я хочу убедиться, что знаю требования к поездке и необходимые прививки. Какие-нибудь советы? Привет, Джон. Это захватывающе. Перед поездкой всегда важно изучить конкретные требования пункта назначения. Абсолютно. Мне не нужны сюрпризы или осложнения во время поездки. Главное – быть готовым. Начните с посещения официальных правительственных сайтов или обращения в посольство страны, которую вы посещаете. Они предоставляют самую свежую информацию о требованиях к въезду. Отличная идея. Я обязательно проверю эти источники, чтобы собрать точную и надежную информацию. Кроме того, узнайте, рекомендуются ли или требуются какие-либо специальные прививки для путешественников, направляющихся в этот пункт назначения. Это очень важно. Я хочу уделять приоритетное внимание здоровью и безопасности, путешествуя по новым местам. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или в туристической клинике, чтобы убедиться, что вы в курсе регулярных прививок и прививок, связанных с путешествиями. Я обязательно это сделаю. Важно принять необходимые меры, чтобы защитить себя и других. Кроме того, рассмотрите возможность приобретения туристической страховки, покрывающей медицинские расходы. Лучше быть готовым к любым непредвиденным ситуациям. Вы правы. Страхование путешествий обеспечивает мне душевное спокойствие и поддержку в случае возникновения неотложной медицинской помощи. Не забудьте взять с собой небольшую аптечку первой помощи с предметами первой необходимости, такими как пластыри, обезболивающие и все необходимые лекарства. Это хорошее напоминание.
На всякий случай всегда разумно иметь под рукой основные медицинские принадлежности. Другим важным аспектом является ознакомление с местными обычаями и культурными нормами, чтобы обеспечить уважительные и позитивные впечатления от путешествия. Абсолютно. Уважение к местной культуре и традициям необходимо для полноценного и приятного путешествия. Наконец, будьте в курсе любых туристических рекомендаций или предупреждений по месту назначения. Важно всегда уделять приоритетное внимание безопасности. Я учту это. Безопасность– мой главный приоритет, и я буду следить за всеми советами по путешествиям. Отлично! При тщательном планировании и подготовке ваше путешествие станет приятным и незабываемым. Приятного путешествия! Спасибо. Я ценю ваше руководство и добрые пожелания. Мне не терпится отправиться в это новое путешествие с уверенностью и знаниями. Урок 10. Охота в отеле. Привет, Анна. Я планирую поездку, и мне нужно найти отель. Я ищу что-то по умеренной цене. Есть предложение по бюджету на проживание в отеле. Привет, Джон. Поиск отеля по разумной цене– разумный способ управлять командировочными расходами. Давайте рассмотрим несколько вариантов. Спасибо. Я хочу найти баланс между комфортом и доступностью. Какие-нибудь советы о том, с чего начать поиск? Начните с просмотра туристических сайтов или приложений, предлагающих специальные предложения и скидки на отели. В них часто есть фильтры, которые помогут вам найти жилье в рамках вашего бюджета. Отличная идея. Я обязательно воспользуюсь этими фильтрами, чтобы сузить круг моих вариантов. Другой вариант – рассмотреть возможность проживания в менее туристических районах. Отели, расположенные вдали от популярных достопримечательностей, как правило, более бюджетные. Хорошие замечания. Посещение менее людных мест также может обеспечить более аутентичное представление об этом месте. Не забудьте прочитать отзывы и проверить рейтинги отелей перед бронированием. Это даст вам представление о качестве и сервисе, которые они предлагают. Абсолютно. Отзывы могут дать ценную информацию и помочь мне принять обоснованное решение. Рассмотрите возможность бронирования напрямую на сайте отеля или позвоните им напрямую. Иногда у них есть специальные акции или скидки, которых нет в других местах. Я учту это. Прямое бронирование может сэкономить мне дополнительные деньги и обеспечить большую гибкость. Если вы готовы к этому, вы также можете изучить альтернативные варианты размещения, такие как гостевые дома, хостелы или аренда жилья на время отпуска. Они часто предлагают недорогие варианты. Отличное предложение. Я также рассмотрю эти варианты, чтобы узнать, соответствуют ли они моим предпочтениям и бюджету. Наконец, будьте гибки при выборе дат поездки. Цены могут меняться в зависимости от времени года или дня недели. Рассмотрите возможность путешествия в непиковый сезон, чтобы получить более выгодные предложения. Я обязательно подумаю об этом. Гибкость сроков поездки поможет мне найти более доступные цены. Не забывайте отслеживать свой бюджет на проживание и соответствующим образом распределять средства. Важно не выходить за рамки запланированных расходов.
Вы правы. Составление бюджета на проживание поможет мне эффективно управлять общими командировочными расходами. Урок 11. Техники релаксации для хорошего сна. Привет, Анна. У меня сегодня был напряженный день. Очень жаль. Ты что-нибудь сделал, чтобы расслабиться перед сном? Привет, Джон. Мне жаль это слышать. Расслабление перед сном необходимо для хорошего ночного сна. Давайте рассмотрим некоторые техники. Спасибо. Мне действительно не помешало бы немного расслабиться, чтобы расслабиться и зарядиться энергией. Что вы предлагаете? Рассмотрите возможность выполнения упражнений на глубокое дыхание. Медленно вдыхайте через нос, задержитесь на несколько секунд и выдыхайте через рот. Это поможет успокоить ум и расслабить тело. Звучит просто, но эффективно. Я попробую сегодня вечером и посмотрю, поможет ли это мне расслабиться. Другой метод – прогрессивная мышечная релаксация. Начните с напряжения, а затем высвобождения каждой группы мышц тела от пальцев ног до головы. Это способствует физическому и умственному расслаблению. Я уже слышала об этой технике, но никогда ее не пробовала. Я обязательно попробую сегодня вечером. Создание режима сна также может сигнализировать вашему телу о том, что пора расслабиться. Подумайте о таких занятиях, как чтение книги, прослушивание успокаивающей музыки или принятие теплой ванны. Это отличные предложения. Я попробую включить некоторые из этих занятий в свой ночной распорядок дня. Ограничение контакта с экранами перед сном также имеет решающее значение. Синий свет, излучаемый устройствами, может нарушить ваш сон. Вместо этого попробуйте почитать книгу на Я бумажном обязательно держу носителе. телефон подальше от кровати. Похоже, что чтение книги – лучший способ расслабиться. Создание комфортной среды для сна также важно. Убедитесь, что в вашей спальне прохладно, темно и тихо. При необходимости попробуйте использовать беруши или маску для глаз. Я учту это. Благоприятная среда для сна может существенно повлиять на качество моего сна. Избегайте употребления кофеина или тяжелой пищи перед сном. Если вы голодны, перекусите легкими закусками и вместо кофе или напитков с кофеином выберите травяной чай. Хорошие замечания. Я буду внимательно следить за потреблением кофеина и выберу более здоровые блюда перед сном. Наконец, попробуйте практиковать внимательность или медитацию перед сном. Это поможет успокоить ум и снять затяжной стресс или беспокойство. Я много слышала о внимательности. Я познакомлюсь с некоторыми практиками медитации под руководством инструктора, которые помогут мне расслабиться перед сном. С помощью этих техник релаксации вы сможете расслабиться и подготовить свое тело к спокойному ночному сну. Желаю вам спокойных ночей. Спасибо. Я ценю ваш полезный совет. Я с нетерпением жду возможности применить эти методы и хорошо выспаться. Урок 12. Социальные сети и обмен фотографиями. Привет, Анна. Вы видели фотографии, которые я опубликовал сегодня в социальных сетях? Привет, Джон. Да, я так и сделал. Ваши фотографии выглядят потрясающе. Где они были сняты? Спасибо.
Эти фотографии были сделаны во время моего недавнего похода в горы. Пейзаж был захватывающим. Ух ты, горы выглядят потрясающе. Мне нравится, как вы запечатлели красоту природы. Наверное, это был невероятный опыт. Так оно и было. Пребывание в окружении великолепия природы освежало и омолаживало. Я рада, что смогла поделиться этим на своих фотографиях. Ваши фотографии определенно вызвали ощущение спокойствия и приключений. Я почти почувствовал свежий горный воздух, просто глядя на них. Я очень рад, что фотографии передали суть этого опыта. Мне хотелось хотя бы на мгновение перевести людей в горы. Миссия выполнена. Ваши фотографии вдохновили меня на планирование собственного похода. Какие-нибудь советы по съемке отличных снимков? Абсолютно. При съемке фотографий на открытом воздухе обратите внимание на освещение. Золотой час, период, наступивший сразу после восхода солнца или перед заходом солнца, это мягкий и теплый свет, позволяющий делать красивые снимки. Отличный совет. Я обязательно планирую фотосессии в золотой час, чтобы подчеркнуть естественную красоту. Кроме того, попробуйте использовать разные ракурсы и перспективы, чтобы придать фотографиям глубину и интерес. Поэкспериментируйте с различными композициями и техниками кадрирования. Я учту это. Чтобы запечатлеть незабываемые моменты, важно проявлять творческий подход и мыслить нестандартно. Не забудьте отредактировать фотографии, прежде чем делиться ими. Простые настройки, такие как яркость, контрастность и насыщенность, могут существенно повлиять на ситуацию. Я рад, что вы упомянули редактирование. Я часто упускаю из виду этот шаг. Я обязательно улучшу свои фотографии, прежде чем публиковать их. Еще один совет – взаимодействуйте со своей аудиторией. Отвечайте на комментарии и сообщения и благодарите их за поддержку. Это создает ощущение связи и общности. Налаживание связей очень важно. Я постараюсь наладить взаимодействие со своими подписчиками и наладить конструктивное взаимодействие. Наконец, не забывайте следить за настройками конфиденциальности и безопасности на платформах социальных сетей. Измените настройки, чтобы контролировать, кто может видеть ваши фотографии и личную информацию. Это важное напоминание. Защита нашей конфиденциальности в интернете имеет решающее значение в современную цифровую эпоху. Я позабочусь о том, чтобы мои настройки конфиденциальности были Следуя этим сохранены. советам, вы сможете эффективно записывать и делиться своим опытом, сохраняя при этом безопасное и привлекательное присутствие в интернете. Продолжайте делиться своими приключениями. Урок 13. Размещение и заключительный совет. Привет, Анна. Я изучал варианты размещения для нашей предстоящей поездки. У вас есть рекомендации? Привет, Джон. Конечно, я могу помочь. Какой тип жилья вы ищете? Отели, хостелы или что-то более уникальное? Я готов рассмотреть разные варианты. Комфорт и удобство важны. Есть предложения по поиску лучших предложений. Один из способов найти выгодные предложения – сравнить цены на разных сайтах бронирования. Такие сайты, как Booking.com и Airbnb, предлагают широкий выбор вариантов. Неплохая идея. Я обязательно сравню цены и почитаю отзывы, чтобы принять взвешенное решение.
Другой вариант – остановиться в местном гостевом доме или отеле типа «Постель и завтрак». Это может подарить вам более аутентичные впечатления и возможность пообщаться с местными жителями. Проживание в гостевом доме звучит интересно. Было бы неплохо воочию познакомиться с местной культурой. Определенно. Кроме того, гостевые дома часто предлагают индивидуальное обслуживание и советы инсайдеров о местных достопримечательностях и скрытых сокровищах. Это большое преимущество. Я подумаю о бронировании гостевого дома, чтобы получить максимум удовольствия от поездки. Наконец, есть ли другие советы по обеспечению комфортного и приятного путешествия? Упакуйте легко и умно. Возьмите с собой только предметы первой необходимости и универсальную одежду, которые можно комбинировать и сочетать с разными нарядами. Это ценный совет. Путешествие с более легким чемоданом может сделать ваше путешествие более комфортным и беспроблемным. Кроме того, убедитесь, что у вас есть все необходимые проездные документы, включая паспорта, визы и все необходимые прививки. Абсолютно. Очень важно заранее перепроверить всю документацию, чтобы избежать осложнений в последнюю минуту. И не забудьте составить запасной план. Могут возникнуть непредвиденные ситуации, поэтому лучше быть готовыми и проявлять гибкость. Хорошие замечания. Наличие планов на случай непредвиденных обстоятельств поможет вам справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами и минимизировать стресс. Наконец, погрузитесь в местную культуру и уважайте обычаи и традиции посещаемых вами мест. Не могу не согласиться с этим. Знакомство с местной культурой улучшает впечатление от путешествий и способствует позитивному взаимодействию с местными жителями. Следуя этим советам, мы будем хорошо подготовлены и готовы насладиться поездкой в полной мере. Спасибо за помощь. Урок 14. Принесение многоразовых сумок. Привет, Анна. Я просто хотела напомнить вам, что когда вы идете за продуктами, не забудьте взять с собой многоразовые сумки для продуктов. Привет, Джон. Спасибо за напоминание. Использование многоразовых пакетов – важная привычка для сокращения количества пластиковых отходов. Я всегда держу их под рукой. Приятно это слышать. Используя многоразовые пакеты, мы можем оказать положительное влияние на окружающую среду и свести к минимуму использование одноразового пластика. Абсолютно. Это небольшое изменение, которое может оказать значительное влияние в долгосрочной перспективе. Кроме того, многоразовые сумки прочнее и вмещают больше предметов. Это правда. Они долговечны и выдерживают большие нагрузки без риска разрыва. Это делает покупку продуктов намного удобнее. И использование многоразовых пакетов относится не только к продуктам питания. Каждый раз, когда я иду за одеждой или другими вещами, я беру с собой свои сумки. Это фантастическая привычка. Мы можем расширить использование многоразовых пакетов во всех наших покупках, уменьшив потребность в пластиковых или бумажных пакетах. Именно так. Речь идет о том, чтобы внимательно относиться к потреблению и принимать экологически безопасные решения. Многоразовые сумки – простой, но эффективный шаг. Еще одно преимущество заключается в том, что некоторые магазины предлагают льготы за использование многоразовых сумок, например, скидки или баллы лояльности. От этого выигрывают все. Это дополнительный бонус. Экономить деньги
Заботясь об окружающей среде, звучит неплохо. Я буду следить за этими стимулами. Кроме того, многоразовые сумки бывают разных размеров и дизайнов, что позволяет выразить свой индивидуальный стиль и при этом сохранить экологичность. Мне это нравится. Это способ добавить индивидуальности в наш шопинг и продемонстрировать нашу приверженность принципам устойчивого развития. Абсолютно. Внедряя многоразовые сумки в нашу повседневную жизнь, мы можем вдохновить других на более экологичные привычки. Распространение информации и поощрение других к позитивным переменам очень важны. Вместе мы можем изменить мир к лучшему. В этом нет никаких сомнений. Давайте продолжим привозить наши многоразовые сумки и подавать пример. Наши небольшие действия могут оказать большое влияние. Я рада, что мы пришли к единому мнению. Давайте продолжим в том же духе и вдохновим других присоединиться к нам в этом экологичном путешествии. Определенно. Вместе мы можем внести свой вклад в более устойчивое будущее. Спасибо, что не забыли взять с собой многоразовые сумки. Урок 15. Покупка продуктов. Привет, Анна. Вы когда-нибудь делали покупки в новом продуктовом магазине в городе? Привет, Джон. Да, у меня есть. У них отличный выбор и хорошее качество продукции. Это приятно знать. Я всегда ищу магазин со свежими продуктами и разнообразными вариантами. Абсолютно. В этом магазине также представлен широкий ассортимент фруктов, овощей и органических продуктов. Это просто фантастика. Я предпочитаю покупать органические продукты, когда это возможно. Важно уделять приоритетное внимание здоровью и окружающей среде. Я полностью согласен. Органические продукты питания не содержат вредных пестицидов и способствуют устойчивым методам ведения сельского хозяйства. Помимо органических продуктов, есть ли у них другие продукты, такие как молочные продукты и основные продукты питания? Да, они верят. У них есть хорошо укомплектованный молочный отдел с разнообразными вариантами молока, сыра и йогурта. А в кладовой есть все, от пасты до специй. Это удобно. Приятно иметь все в одном месте, а не ходить в несколько магазинов. Определенно. Это экономит время и делает покупки продуктов более эффективными. Кстати, предоставляют ли они бумажные или полиэтиленовые пакеты при оформлении заказа? Нет, на самом деле они поощряют клиентов приносить свои многоразовые сумки. Это часть их стремления сократить количество пластиковых отходов. Приятно это слышать. Я стараюсь больше заботиться об окружающей среде, и использование многоразовых сумок– это небольшое, но действенное изменение. Абсолютно. Когда речь идет о защите нашей планеты, важен каждый маленький шаг. Я обязательно возьму с собой многоразовые сумки в следующий раз, когда пойду туда за покупками. Спасибо за предупреждение. Добро пожаловать! Важно распространять информацию и поощрять устойчивые методы. Определенно. Давайте внесем свой вклад в достижение положительных результатов. Спасибо за информацию. Урок 16. Соблюдение конфиденциальности. Привет, Анна.
Вы когда-нибудь задумывались о том, как важно уважать частную жизнь друг друга? Привет, Джон. Совершенно верно. Соблюдение конфиденциальности крайне важно для поддержания здоровых отношений и укрепления доверия. В этом есть смысл. Каждый заслуживает своего личного пространства и границ. Именно так. Когда кто-то предпочитает сохранить в тайне определенную информацию или аспекты своей жизни, важно просить согласия и уважения. Я полностью согласен. Нам не следует вмешиваться в чьи-то личные дела без их разрешения. Определенно. Речь идет о внимательности и понимании того, что делиться личными данными у всех разный уровень комфорта. Правильно. Соблюдение конфиденциальности также означает отказ от распространения слухов или сплетен о других. Абсолютно. Нам следует воздерживаться от обсуждения чьих-либо личных дел, если они сами не захотят поделиться этой информацией. Думаю, важно наладить открытое общение и установить границы с друзьями и близкими в том, чем нам удобно делиться. Не могу не согласиться с этим. Здоровые отношения строятся на доверии, и уважение к частной жизни является фундаментальным аспектом этого. Помимо личных вопросов, конфиденциальность также распространяется на цифровые пространства и онлайн-взаимодействие. Вы абсолютно правы. Крайне важно защищать нашу конфиденциальность в интернете, проявляя осторожность в отношении передаваемой нами информации и обеспечивая безопасность наших учетных записей в Это интернете. важный момент. Нам следует помнить о нашем цифровом следе и принимать меры для защиты наших персональных данных. Определенно. Конфиденциальность– это то, что мы должны ценить и защищать как в физической, так и в виртуальной жизни. Абсолютно. Уважение к частной жизни друг друга создает безопасную и комфортную среду для всех. Согласовано. Это укрепляет доверие и отношения с другими. Давайте приложим сознательные усилия, чтобы уважать частную жизнь в нашем общении и побуждать других делать то же самое. В этом я с вами согласен. Уважение к частной жизни– признак зрелости и сочувствия. Хорошо сказано. Давайте продолжим уделять приоритетное внимание и отстаивать ценность конфиденциальности в нашей повседневной жизни. Урок 17. Доставляем радость детям. Привет, Анна. У тебя есть идеи, как мы можем доставить радость нашим детям? Привет, Джон. Совершенно верно. Есть много способов создать счастье и незабываемые впечатления для детей. Отлично. Одна из идей, которая приходит на ум, организовать веселый день в парке. Звучит фантастически. Они могут поиграть на качелях, спуститься с горок и вместе устроить пикник. Да, такие мероприятия на свежем воздухе всегда вызывают у них улыбку. Еще одна идея– устроить вечер кино с любимыми фильмами и закусками. Отличная идея. Им понравится уютная атмосфера и удовольствие от совместного просмотра фильмов. Другой идеей может стать организация охоты за сокровищами на заднем дворе. Для них это будет веселое и увлекательное занятие. Абсолютно.
Им понравится искать спрятанные сокровища и разгадывать улики. А как насчет выпечки печенья или кексов с ними? Это отличный способ сблизиться и приготовить вкусные угощения вместе. Это прекрасная идея. Им понравится смешивать ингредиенты и украшать выпечку. Как насчет семейного игрового вечера? Мы можем играть в настольные или карточные игры, устраивая дружеские соревнования и веселясь. Мне нравится эта идея. Это прекрасная возможность провести время вместе и создать незабываемые воспоминания. Мы также можем запланировать однодневную поездку в ближайший зоопарк или парк развлечений. Они будут рады увидеть животных или насладиться захватывающими аттракционами. Звучит потрясающе. Исследовать новые места и получать новые впечатления всегда интересно для детей. И давайте не будем забывать о силе повествования. Чтение им их любимых книг или создание собственных историй может пробудить в них воображение. Абсолютно. Истории способны перенести детей в волшебные миры и пробудить в них творческий потенциал. Наконец, мы можем организовать небольшой художественный проект, где они смогут рисовать или создавать поделки. Это позволит им проявить свой творческий потенциал. Мне нравится эта идея. Художественные проекты позволяют им выразить себя и получить удовольствие от использования цветов и материалов. Эти идеи, несомненно, принесут радость и создадут прекрасные воспоминания для наших детей. Не могу не согласиться с этим. Давайте приложим усилия, чтобы привнести счастье в их жизнь и беречь эти моменты. Абсолютно. Увидеть их улыбки и смех – самая большая награда. Давайте воплотим это в жизнь. Урок 18. Сохранение гибкости в повседневной жизни. Привет, Анна. Я тоже подумала, что важно сохранять гибкость в повседневной жизни. Что скажешь? Привет, Джон. Совершенно верно. Открытость к корректировкам и изменениям в повседневной жизни может принести много преимуществ. Это умно. Это позволяет нам адаптироваться к неожиданным ситуациям и находить новые возможности. Определенно. Гибкость помогает нам вести сбалансированный и менее стрессовый образ жизни. Это правда. Когда мы слишком строги в своей повседневной жизни, мы можем упустить возможность получить массу интересных впечатлений или личного роста. Абсолютно. Проявляя гибкость, мы можем воплощать в жизнь новые идеи и перспективы. Отличное замечание. Гибкость также позволяет нам лучше реагировать на потребности окружающих. Да, это позволяет нам лучше понимать и приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам наших близких. В нашей повседневной жизни важно соблюдать баланс между структурой и гибкостью. Я полностью согласен. Базовая структура обеспечивает стабильность, а гибкость — спонтанность и рост. Открытость к переменам также помогает нам развивать навыки решения проблем и адаптируемость. Абсолютно. Это повышает устойчивость и способность преодолевать жизненные трудности. Гибкость в рутине также может привести к повышению креативности и инновациям.
Это правда. Отказ от суровой рутины может вдохновить на новые идеи и подходы. Важно прислушиваться к своим потребностям и соответствующим образом корректировать свой распорядок дня. Да, самосознание играет решающую роль в определении того, когда необходимо внести изменения. И давайте не будем забывать о важности ухода за собой. Гибкость позволяет нам уделять приоритетное внимание благополучию. Абсолютно. Очень важно уделять время отдыху, хобби и занятиям, которые приносят нам радость. Гибкость распорядка дня также может помочь нам найти лучший баланс между работой и личной жизнью. Верно. Это позволяет нам эффективнее распределять время на работу, семью и личные интересы. В целом, гибкость в повседневной жизни позволяет нам жить более полноценной и динамичной жизнью. Не могу не согласиться с этим. Давайте проявим гибкость и будем рады возможностям, которые она открывает. Абсолютно. Речь идет о поиске правильного баланса и открытости к постоянно меняющейся природе жизни. Давайте постараемся оставаться гибкими и адаптируемыми, чтобы путешествие стало более насыщенным и динамичным. Хорошо сказано. За гибкую и полноценную жизнь. Урок 19. Укрепление доверия. Привет, Анна. Один из способов укрепить доверие– поощрять открытую и честную обратную связь. Привет, Джон. Я абсолютно согласен. Когда люди чувствуют, что их слышат и ценят, доверие начинает процветать. Именно так. Важно создать среду, в которой всем будет удобно делиться своими мыслями. Активно выслушивая и рассматривая разные точки зрения, мы можем завоевать доверие и укрепить отношения. Не могу не согласиться с этим. Конструктивная обратная связь крайне важна для личного и профессионального роста. Это помогает нам определить области, нуждающиеся в улучшении, и способствует постоянному обучению и развитию. Верно. Когда мы оставляем отзыв, важно сосредоточиться на поведении или действии, а не на человеке. Абсолютно. Отделяя поведение от индивидуального, мы способствуем более позитивному и продуктивному разговору. Кроме того, при оставлении отзывов важно быть конкретными и приводить примеры. Это делает его более действенным. Конкретная обратная связь помогает человеку понять, в чем он преуспел или в каких областях он может улучшить. Своевременное предоставление обратной связи также важно. Это позволяет немедленно обдумать и скорректировать курс. Да, отложенная обратная связь может не иметь такого же влияния или актуальности. Своевременность играет ключевую роль. Еще один аспект укрепления доверия заключается в том, чтобы сами получать обратную связь. Это правда. Приветственные отзывы свидетельствуют о том, что мы ценим взгляды других и стремимся к росту. Важно внимательно слушать, не оправдывая и не игнорируя полученную обратную связь. Активное слушание свидетельствует об уважении и создает безопасное пространство для открытого и честного общения. Именно так. Когда мы активно слушаем, мы показываем, что ценим вклад другого человека и готовы учиться.
Кроме того, признание и оценка полученных отзывов помогают укрепить доверие и взаимопонимание. Абсолютно. Выражение благодарности показывает, что мы ценим усилия и мужество, необходимые для обратной связи. Доверие – это основа крепких отношений, как личных, так и профессиональных. Поощряя открытую и честную обратную связь, мы создаем среду, способствующую доверию и росту. Доверие позволяет сотрудничать, внедрять инновации и создавать сильные команды. Это непрерывный процесс, требующий усилий и приверженности всех участников. Благодаря открытому общению и готовности давать и получать обратную связь мы можем укрепить доверие и добиться больших результатов. Я согласен. Укрепление доверия требует времени, но это выгодная инвестиция в любые отношения или организацию. Доверие является основой значимых связей и способствует чувству принадлежности и взаимной поддержки. Давайте продолжим поощрять открытую и честную обратную связь в нашем общении и будем наблюдать за ростом доверия.